Привет! В этом видео расскажу про такие темы, как выбрать крючки и как выбрать пряжу, если вы только начинаете вязать, если вы только хотите что-то попробовать, вы никогда не вязали крючком. И поделюсь какими-то своими такими наблюдениями, лайфхаками, что я замечаю у других людей, которые вокруг меня начинают также вязать, и они говорят, что я их заразила, вдохновила. Фишка в том, что люди начинают вязать, это очень круто, они сами пытаются создать свои изделия, у кого-то получается с первого раза, у кого-то там не с первого раза, это абсолютно нормально. Но у каждого стоит вопрос по поводу крючков, как их выбирать и как выбирать пряжу. Давайте начнем момент с крючков. Как я выбирала крючки и какие вообще из всего вот этого вот изобилия заказывать, потому что у нас есть и бюджетный сегмент, и такой вот лакшери сегмент. Я их отношу, вот эти вот все японские крючки, именно к таким вот люкс-сегмент. Я не знаю, как это назвать, потому что один крючок, если переводить в рубли, и в принципе в рублях они стоят где-то от 1000 рублей за один крючок, но я считаю, что это точно не бюджетный вариант. Если мы берем просто вот среднестатистическое, да, то это точно не бюджетный вариант. Поэтому как в итоге начать, какие крючки в итоге выбрать? Когда я начала вязать, самый первый набор крючков у меня был просто металлический набор крючков. Я где-нибудь здесь вставлю фотографию, я заказала это все на Вайлдберрисе, потому что мы тогда не понимали с мужем, он говорит, попробуй, начни, там как пойдет. И зная себя, я понимаю, что зачем переплачивать за какие-то моменты вот на таком вот стартовом этапе, когда, например, если вдруг это не пойдет, будет лежать, а зачем? Лучше я буду это все апдейтить со временем, а старые просто дарить, перепродавать. Причем у меня мама вяжет, и в любом случае это все в хозяйстве, как говорится, пригодится. Поэтому начала я с обычных металлических крючков. Это был набор, по-моему, с номера 1 до номера 8, где номер 1, там 1,25, что-то такое, я уже точно не помню. Они вообще супер тонкие, я на них смотрю и думаю, как ими вязать. Я новичок, и я поняла для себя такую схему, что я начну от большого крючка и буду потихоньку переходить к маленьким крючкам. Это была лично для меня самая рабочая схема, потому что даже сейчас знакомые друзья, которые только начали вязать, они и как раз и говорят о том, что тяжело с маленьким крючком справиться. Я даю пряжу побольше, крючок побольше, и процесс уже идет. У меня даже муж пробовал, он говорит, покажи, как это все делается. Просто ему стало интересно, как это вообще, сам процесс. Он сказал, что это не супер легко, как это видит он со стороны, как я быстро это все навязываю и как это классно получается. Он говорит, когда ты сам берешь пряжу и крючок, уже не так вот быстро это все, как он смотрит, например, на меня. Поэтому, если вы только вот начинаете вязать, начните вязать из больших крючков и с толстенькой пряжи. Это, наверное, будет самый такой классный вариант, потому что когда вы вяжете из толстого крючка и толстой пряжи, вы тем самым буквально за пару рядов уже такое хоп, и у вас изделие получается. Когда вы вяжете из тоненькой пряжи тоненьким крючком, достаточно сложновато, руки должны привыкнуть. Поэтому лично я начинала с большого крючка и переходила к маленькому. Вот сейчас, наверное, я только-только дошла до двойки. Вот. Потому что до этого мне было неудобно, и я постепенно к этому шла. Я не особо люблю тонкую пряжу, но я вижу, как, например, топы, футболки летние вяжутся из тоненькой пряжи тоненьким крючком. Это выглядит очень красиво. Но я, например, только совсем недавно к этому пришла. Я очень долго вязала номером 8, 7 и 6. Это мои были 3 любимых крючка.
И из них я в основном и вязала. И вязала я корзины из трикотажной пряжи, потом корзины из шнура, потом я вязала корзины, авоськи, и все это было, конечно же, большие крючки. Если, например, интерьерные изделия вам сейчас не хочется вязать, вы хотите что-то связать из вещей, там, плечевых, шарфики и так далее, то же самое, просто взять пряжу потолще, примерно 100 метров на 100 грамм, она будет такая толстенькая, и попробовать как раз-таки вот такими вот большими крючками, которые начинаются от пятерки, и уже у вас будет совсем другой процесс. И потихоньку вот так вот лавировать, смотреть, пробовать другие крючки, насколько комфортно. Что касается самого выбора брендов крючков, как выбрать? Начну с себя, да, и расскажу, как я их выбирала. Первые самые это были металлические крючки, самые обыкновенные. Они стоили тогда на Вайлдберрисе, ну, я не помню, ну, наверное, максимум рублей 500, вот за вот эти вот 12 или 10 крючков в наборе. Ну, это, мне кажется, супер бюджетно. Можно покупать по одному крючку, выискивать, ну, по-моему, такие крючки в основном в наборах больше продаются, и тяжеловато найти отдельный номер крючка вот так вот по одному. Или они по цене будут несопоставимы, и проще будет купить набор за, там, условно 500 рублей, сейчас, может быть, они там плюс-минус дешевле или дороже. И я вязала такими крючками, наверное, в течение года. В течение года я их не меняла, пока у меня просто минус такого крючка, он тяжеловатый, но он хорошо дает вот именно вот такой вот бустер, такой вот заряд, чтобы начать. Ты чувствуешь хорошо крючок, ты чувствуешь хорошо пряжу из-за того, что крючок, он тяжеловатый. Лично для меня это было так. После этого мне очень сильно перетирала вот здесь палец, как, знаете, когда долго-долго пишешь ручкой. Я поняла, что нужно крючки поменять на силиконовой ручкой. Я также на Вайлдберрис зашла, купила недорогой набор, чтобы понимать, ну, насколько они с силиконовой ручкой действительно мне подходят, и мне ими комфортно вязать. Вот что самое важное, это действительно понять, что подходит, с чем удобно вязать и так далее. Поэтому я вот заказала с силиконовой ручкой, начала вязать с силиконовой ручкой, вот как раз там шестерка, пятерка у меня пошли на авоськи, на сумки, все это из шнура, и у меня очень хорошо вот это вот шло. И обычно вот эта вот тренировка была столбиков с накидом, столбиков без накида, воздушные петельки, потом соединительные столбики и так далее. Цепочка из воздушных петель. И вот когда я вот все вот это вот натренировалась, потому что я много вязала на заказ, и рука набилась просто буквально очень быстро. И после этого, после того, как я уже попробовала с силиконовой ручкой, я им продолжала вязать, я уже там смотрела четверки, тройки, я уже вот на такие крючки переходила к тому моменту с силиконовой ручкой. Простые, обычные, вообще no name, никакого бренда, ничего. А потом однажды я зашла в магазин Hollywood, это магазин пряжи в Петербурге, многие его знают. Мы просто зашли, я зашла посмотреть пряжу, мы поболтали с продавцами, они мне рассказали про пряжу, они мне показали, первый раз в жизни я увидела крючки тюлип именно там, что типа это самые классные крючки вообще на рынке, и когда вы ими попробуете вязать, вы другим крючком просто не захотите вязать. Крючок на тот момент стоил что-то в районе от 1000 рублей, и я понимала, что мне нужно подумать в плане того, что, ну, а стоит ли вообще пробовать там и так далее, потому что действительно ли он такой прям волшебный, этот крючок от тюлип, что стоит за него так сильно переплачивать. Когда у меня там набор, например, стоит там 300-500, и я им вяжу. Спойлер, да, стоит переплатить. Стоит переплатить, потому что один раз, повязав таким крючком, вы не захотите вернуться обратно. Не захотите просто ни за что. И в итоге из магазина я ушла без крючков, без спиц, да, потому что я приходила туда посмотреть спицы, поболтать по поводу спиц. И мне очень нравится разговаривать
с людьми, у которых там огромный опыт в вязании. И там была продавец женщина, она безумно милая, классная, и она говорит, я вообще всю жизнь вяжу. И вяжу спицами, потом я, говорит, перешла на крючок. И вот как раз-таки я ей говорю, я умею вязать крючком, но спицами, говорю, как-то у меня все не идет. И вот она мне как раз рассказывала про спицы, рассказывала про крючки, она рассказала мне, знаю ли я такие крючки, как Тюлип. Она для меня открыла именно вот этот бренд. И тогда вот поход в этот магазин, хотя я просто гуляла и решила зайти, посмотреть, что там за пряжа, какие инструменты и так далее. Она дала мне пару тестеров пряжи, чтобы я попробовала, и рассказала мне про крючки, и рассказала мне про спицы. Поэтому из магазина на тот момент я ушла без спиц и без крючков, но я в него вернулась через несколько месяцев, уже созрев купить крючки. И вот первые разы, когда я начинала вязать, я покупала крючки в наборах, и это очень классно для новичков. Но когда ты уже прошел этап новичка и уже сам собираешь свои инструменты, вот это, мне кажется, особый вид удовольствия. Ты собираешь инструменты под себя, ты уже знаешь, какими крючками номеров ты вяжешь, какие крючки под какие проекты. И вот это какое-то особое удовольствие собирать вот так вот свои инструменты. Я думаю, что когда я начну вязать спицами, то низким крючком, я именно точно так же буду потихоньку собирать свою коллекцию, исходя уже из того, что мне нравится, какие номера, что я вяжу этими номерами и так далее. Вот такой вот у меня лайфхак, именно даже не лайфхак, а свой опыт выбора крючков, как я от обычных металлических перешла на тюлип, сколько это времени у меня заняло, наверное, в районе 3, наверное, лет. И я еще собираю свою коллекцию тюлип, и только через 2 года, по-моему, я перешла на тюлип. Это буквально не так давно. В прошлом году у меня они появились, и вот потихоньку я начала ими вязать. До переезда как раз-таки в Манилу я начала потихоньку собирать коллекцию тюлип. Что касается пряжи и как ее выбрать, если новичок. Тут то же самое, я бы посоветовала идти от большого размера к маленькому, соответственно, от толстенькой пряжи к тоненькой пряже. И тем самым потихонечку вот так вот вы набиваете руку, сама рука привыкает, потому что она никогда не вязала, не занималась таким, а вы хотите от нее сразу каких-то бешеных результатов. Соответственно, потихоньку от толстенькой пряжи к тоненькой пряже, но это, наверное, был бы мой совет, потому что именно так я делала, именно так мне было комфортно, и вырабатывается ровность и чистота вязания. Именно вот так у меня выработалась ровность и чистота в вязании. Что касается толстенькой пряжи, можно начать с какой-нибудь там интерьерной пряжи, это трикотажная пряжа, из которой вяжут корзины, коврики, салфетки. Она достаточно толстенькая и мягкая в вязании. Можно также начать с полиэфирного шнура, потому что он тянется, и из него будет комфортно вязать, нежели, например, из хлопкового. И уже после того, как вы потренировались на полиэфирном шнуре, перейти к хлопковому шнуру, потому что хлопковый шнур, он такой стабильный и не тягучий. Соответственно, вы вяжете, все, вы уже не подтянете изделие, вам уже нужно выработать свои ровные столбики для того, чтобы перенести вязание с полиэфира на хлопковый шнур. С полиэфиром еще можно играться, что-то подтягивать, и намного комфортнее в руке он держится, вяжется. С него проще, мне кажется, начать. По крайней мере, мне было с него проще начать, и моим друзьям, знакомым, которые тоже начали вязать, с него проще начать было, нежели, например, с какого-то
ольского типа полипропилена, который вообще не тянется, он очень скользкий, он неподатливый, ну, не особо классно. Вы можете сразу просто перегореть этим занятием, бросить его, и все, если, например, дело не пойдет, и вы не будете видеть вот эти вот небольшие результаты, которые хотели бы увидеть. То же самое по поводу, если вы хотите связать, можно начать вообще с каких-то супер простых изделий, это типа коврики, салфеточки, что еще такое вот интересное, пледики, тоже можно как раз-таки начать и отработать. Выбирайте какую-то пряжу, например, в 100 граммах 100 метров, там 100 граммах 105 метров. Вот какую-то, наверное, такую, чтобы для крючка 5, 6, 7 они подходили. И вот этот, наверное, момент будет самым-самым классным. Можно начать с 3-миллиметрового полиэфирного шнура, с 4-миллиметрового, 5-миллиметрового. И вот так вот экспериментировать, пробовать, связать. Что касается самой пряжи, тоже есть абсолютно разные сегменты, от самого бюджетного до самого там премиального и так далее. Я бы, например, точно не советовала брать какую-то супер дорогую пряжу для того, чтобы научиться вязать, какой бы она классной ни была. Лучше попробовать на более бюджетном варианте, ну не совсем на каком-то там, знаете, дешевом варианте, связав изделие, которое вы даже не сможете там носить или применять. Это будет обидно, поэтому зачем так? Лучше какой-то средненький вариант брать и уже потихоньку смотреть другие варианты пряжи. У Alize очень много вариантов с акрилом, и Alize достаточно бюджетная пряжа среднего сегмента. Я бы ее так назвала. Я бы не назвала эту пряжу супер дешевой или, например, вообще она какая-то не очень. Это классная пряжа. Чисто мое мнение, это классная пряжа для того, чтобы начать вязать. Да и, в принципе, чтобы продолжить вязать, это тоже достаточно классная пряжа. Я до сих пор все равно заказываю Alize время от времени. И спокойно она классно ведет себя в изделиях, поэтому можно ее покупать. Ее, в принципе, достаточно легко найти. Ее очень много на маркетплейсах. Если вы в России, на Вайлдберрисе, на Озоне, просто большое количество. В Америке на Амазоне тоже есть Alize, ее тоже очень много. Но здесь, например, есть и другие бренды, такие как американские и канадские, которые будут намного бюджетнее стоить, нежели Alize, потому что Alize это все-таки из Турции, а тут будет дороже привоз из Турции, нежели там привоз в Россию из Турции. Поэтому цены будут варьироваться здесь. Но это уже, наверное, другая история. Я как-нибудь сделаю обзор на пряжу, которая здесь можно заменить Alize, привычную, любимую, на какую-то другую пряжу для тех же пледов, подушек, чехлов для подушек и прочего. Даже кардиганы спокойно, смесь акрила с шерстью, можно спокойно начинать вязать, пробовать, а потом уже больше, глубже изучать смесовки, изучать пряжу. Но если это, например, ваше первое изделие, не вдавайтесь прям в какие-то супер подробности, не нужно брать кашемир там, и так далее. Можно взять меринос, можно взять шерсть с акрилом, какую-то такую пряжу и начинать вязать. А уже потом потихоньку все это больше и больше изучать. Если, например, вы не хотите ничего изучать, в мастер-классах всегда мастера пишут примерную пряжу, аналоги этой пряжи, из которой они вязали. Можно ориентироваться на это. Подытожим. Видео можно было записать вообще на 1 минуту и сказать: просто берите большой крючок и толстую пряжу
и good to go. Но я решила записать видео побольше, рассказав про опыт, как у меня это было, какие крючки я выбирала, и, может быть, на основании моего видео вы как раз-таки решитесь на свое первое изделие, если к этому еще не пришли. Возможно, вы увидите какие-то моменты, которые до этого не видели, хотя они супер очевидные. Такое бывает, как я уже говорила не раз, что все очевидное, просто некоторые моменты нам нужно еще раз услышать, еще раз увидеть и так далее, которые вот, чтобы нам о них подсветили. Что касается брендов крючков, я уже рассказала также в видео, что не нужно сразу хвататься за какие-то дорогие крючки. Если вы еще не уверены в вязании, пробуйте, смотрите разные варианты. Начинайте с недорогих, переходите на дорогие, возможно, вообще не переходите на дорогие, может, они вам вообще не нужны, и тут не какая-то агитация, покупайте крючки Тюлип и так далее. Это видео не спонсировано Тюлип. Это чисто мои наблюдения, мой опыт и моя безумная любовь к этим крючкам. Поэтому такой момент. Можно было сократить, но я думаю, что интереснее было посмотреть и послушать полностью опыт, полностью какие-то моменты, возможно, я подсветила, возможно, нет. Поэтому делитесь своим опытом, как вы начинали вязать, начинали ли вы вязать, или еще только в процессе и все созреваете, или, возможно, вы пробовали, но вот, к сожалению, какие-то вот такие моменты были, которые я рассказывала, видела, что вы начали не с того крючка, не с той пряжи, у вас не так пошло, как вы хотели, и вы к себе слишком сильно были строги. Не надо. Не надо быть к себе строгим, особенно в новом увлечении. Дайте себе время, и я просто реально уверяю, что вязание еще покажет себя с другой стороны классно, и вы будете больше и больше развиваться, вязать какие-то просто невероятные изделия. Просто дайте себе шанс, будьте к себе нежнее, как это сейчас принято говорить, и многие пишут книги, что к себе нежно там и так далее. Не будьте к себе строги. Вы у себя одни, любите себя, не будьте к себе строги. И у меня на этом все. Увидимся с вами в новом видео. Делитесь своим опытом в комментарии. Мне будет очень интересно почитать. Пока!